Идея, возможно, самая хрупкая субстанция в нашей Вселенной. С какой быстротой и легкостью она влетает в наш мозг, так что порой мы сами не замечаем, как же она тут появилась. Но если ты не находишься, так сказать, в нужном расположении духа, и ты не подхвачен волной вдохновения, то твоя идея либо остается всего лишь наброском, либо и вовсе испаряется, столь же незаметно, как и появилась. Но так ли легко поймать вдохновение, словно птицу за хвост, и при помощи крыльев внутренней души развернуть полотно собственного таланта? И вообще, правильно ли мы оцениваем значение вдохновения для творчества? Для этого мне придется посмотреть на себя в 16-летнем возрасте, в тот жизненный период, где каждое событие приобретает гротесковый вид и воспринимается как битва не на жизнь, а на смерть. Но вы знаете, это тот самый возраст, когда вы всерьез верите в то, что мир крутится от ваших шагов. Тот период, когда в вас полноценно развивается ваше внутреннее «я», которое и льет вам в уши мысли о вашей исключительности. Я тоже таким был и верил, что все мои идеи гениальны, уникальны, и что никто до этого прежде не додумывался. Помню, как я просто наслаждался самим процессом рождения мысли и созданием чего-то, как мне казалось, знаменательного. Вдохновение в те периоды я активно черпал из музыки, фильмов и книг, но тут меня ждало разочарование. Спустя время я осознал, что то, что я называл вдохновением, вовсе им не являлось. Я просто подсознательно занимался невольным копированием и переиначиванием уже готового продукта. Конечно, я понял это не сразу, а спустя годы, когда я вернулся к своим дневникам и обнаружил, что мои тексты невероятно похожи по стилю на те произведения, которыми я вдохновлялся. Опять-таки, в этом нет ничего плохого, ибо многие века люди что-то заимствуют друг у друга, вдохновляются великими произведениями, созданными ранее. И тут я подумал, неужели я не смогу найти такую идею, которая будет не навеяна тем, что я читаю и смотрю? Так сказать, идея самородок. Вот так я и провел свои последующие 6 лет, уткнувшись в самого себя, в тщетных попытках раскопать в своей душе ту самую, ни от кого независимую идею. Люби искусство в себе, а не себя в искусстве. Для многих это может прозвучать как оскорбление, но именно эта фраза стала катализатором к глобальному изменению моего взгляда на мир. Я внезапно осознал, что когда мне было 16 лет, если я что-то создавал, то порой меня радовало не само создание, а факт того, что я создаю. То есть мой творческий импульс был искажен мной же изначально. Это осознание спустя 6 лет повергло меня в шок. Значит, все это время я искал идею совершенно не там. Просматривая ваши вопросы, взгляд попеременно выхватывал слово «вдохновение». И вот, сидя в кромешной тьме, освещенный лишь экраном, я всерьез задумался и наконец-таки понял, что меня вдохновляет. Ответ был да нельзя прост. Жизнь. Меня начали безумно вдохновлять обыкновенные прогулки в неизвестном направлении, где в безумном калейдоскопе сливаются обрывки историй, архитектура, запах, атмосфера, отрывки музыки из проезжающих автомобилей. Осознав безграничный потенциал и поток, который дарит нам Вселенная, я присмирел перед ее величием и стал лишь немым свидетелем, который бродит по городу в поисках вечно новых чудес и парадоксов,
которые я с легкостью смогу захватить в свой фотоаппарат или же поймать их на кончик своей ручки и навеки сохранить их на пожелтевших страницах блокнота. Да, уже теперь мир не движется от моих ног. Он оживает, когда я на него смотрю. Вселенная просто вся состоит из россыпи чудес и удивительного, скрытого за легким покрывалом повседневности. Наша задача — довериться ей и на секунду задержать свой взгляд на том, что нам кажется таким обычным. И я уверяю вас, увиденное вас не разочарует.